Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как вязать классические подошвы. Что нам для этого понадобится? Моточек пряжи. Я вяжу пряжей Бомби Ярн, у меня цвет лимон. Я люблю очень эту пряжу. Во-первых, Даша всегда в моточке не 100 метров, а больше закладывает. Плюс она очень пухленькая, очень хорошая, хорошо тянется. После распуска и стирки, да, пряжа еще в очень хорошем качестве остается. Вот, очень рекомендую. Плюс, кто у меня покупает мастер-класс, у Даши будет скидочка на пряжу. Дальше крючок номер 7. Да, не хочет фокусироваться. Это основной. Вы в процессе поймете, если у вас вязка получается очень слабая, да, то можно взять крючок 6. Если наоборот туго, то возьмите крючок 8. Маленький крючок у меня 4, заправлять хвостики, ножницы и сантиметр. Это я вам в процессе померяю подошву. Итак, начнем. Итак, мы начинаем набирать. Первую петельку я делаю очень просто. Да? Беру конец ниточки, накладываю ее сверху и протягиваю петельку. Мы с вами набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы с вами набрали 16 воздушных петелек. Для поворота мы набираем 2 петли подъема. 1, 2. Для того, чтобы у нас в подошве не было с вами пространства, мы будем вязать за перемычки, которые сзади нашей цепочки. Вот если мы цепочку перевернем, то вот у нас посередочке, вот они, перемычечки. Мы будем вязать, цепляя прям за перемычку. То есть у нас, когда мы зацепим за перемычку, с обратной стороны остается вот оно, полностью наше сердечко, да, стеночки нашего сердечка. То есть мы вяжем за среднюю перемычку. Начинаем мы вязать. Вот если уберем ниточку, у нас от петельки 1, 2 перемычка, это наши петли подъема. Начинаем мы вязать с 3 перемычки. 1, 2, с 3. Вяжем мы 8 столбиков без накида. Старайтесь ниточку не вытягивать, а вытягивать сами петельки. Сперва будет неудобно. И первый ряд не затягивайте. Вот у вас должна ниточка выходить свободно, да? Ровно столько, насколько нужен на крючок. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Мы с вами провязали 8 столбиков без накида. Далее вяжем 7 полустолбиков с накидом. Раз. То есть делаем накид, захватываем петлю и провязываем 3 петельки на крючке вместе.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 полустолбиков мы с вами провязали. У нас с вами осталась одна петелька, самая крайняя, да, по которой была первой. В нее мы вяжем 5 полустолбиков с накидом, но вяжем уже не за перемычечку, а непосредственно в нашу петлю. Вот видите, у нас с вами получился сердечками с этой стороны и с этой стороны. Значит, мы с вами провязали ряд правильно. Итак, вяжем 5 столбиков без накида в саму петельку. Раз. Старайтесь все петли вытягивать на одинаковый уровень. 2. Вот посередке третьей петельки я уже перемещаюсь на вторую половину. 3. 4. 5. Вот у нас с вами получался закругленный мысочек. Раз, два, три, 4 из 5 петелек. Далее мы вяжем 7 полустолбиков с накидом, начиная вот прям, да, с нашей, которая самая ближняя петелька. Если вы ее пропустите, то у нас с вами в конце ряда не сойдутся петли. А все должно быть в хронологичном порядке. Делаем накид и за обе стеночки цепляем петельку и провязываем полустолбик. Обратите внимание, в какую сторону вы вытягиваете и вяжете ваши петельки. Вы должны их вытягивать на себя, в правую сторону, да, чтобы подошва не была косолапой. То есть, если вы будете вязать по направлению движения все время, у вас направление подошвы будет очень сильно вправо. От этого она получится косолапой. У вас рисунок должен закончиться с полустолбик над полустолбиком. Следующая петелька должен быть идти столбик без накида над столбиком без накида. То есть рисунок абсолютно симметричен на обе стороны подошвы. Завершаем мы ряд 8 столбиками без накида. Вот мы с вами пришли к нашим 2 петелькам подъема на пяточки. В эти 2 петельки мы с вами вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Первый ряд у нас с вами закончен. Второй ряд мы с вами начинаем вязать с 8 столбиков без накида.
Вот следующая петелька. У нас уже на первом ряду начинаются полустолбики. Значит, мы правильно пришли ко второму ряду. Далее мы с вами вяжем один полустолбик с накидом. Дальше 6 столбиков с накидом. То есть провязываем сперва первые 2 петельки с накидом, затем 2 оставшиеся на крючке. Вот мы с вами пришли 1, 2, 3, 4 к 5 центральным петелькам. Во все 5 центральных петелек мы вяжем в каждую петельку по 2 столбика с накидом. Итого у нас на мысочке с вами получится 10 столбиков с накидом. По 2 в каждую петельку. Вот мы с вами провязали наш мысочек, он получается кругленький. Далее мы вяжем 7 столбиков с накидом. Видите, мы с вами закончили ровно по рисунку, где в первом ряду был полустолбик, здесь столбик. Следующая петля мы начинаем уже столбик без накида и вяжем их 8 штук. Итак, 8 столбиков без накида. Мы с вами пришли к 3 петелькам центральным, да, которые вы вязали в первом ряду из петель подъема. В каждую из петелек мы вяжем по 2 столбика без накида. Наш с вами второй ряд. Третий ряд мы вяжем целиком столбиками без накида, весь ряд. Итак, начинаем мы с 18 столбиков без накида. 18.
Смотрите, мы с вами пришли к 5 центральным петелькам на мысочке. В каждую из раз, два, три, четыре, пять. Из 5 петелек мы вяжем по 2 столбика без накида, чтобы у нас на мысочке получилось 10 столбиков без накида. Ой. Заканчиваем мы с вами третий ряд 18 столбиков без накида. Девятнадцатую петельку мы с вами вяжем соединительной петлей, то есть достаем ниточку и сразу протягиваем ее через ту, что на крючке, чтобы у нас она вот стала ниже петля, и обрезаем ниточку. Достаем ее и красиво закрываем. Вот у нас ниточка. Для того, чтобы у нас был красивый ровный край, мы с вами отступаем одну петельку. Вот видите, у нас откуда она вышла. Следующую петельку отступаем и вот через одну вставляем крючок с изнанки на лицо. Получается, вот где мы вязали 3 двойных, да, между средними 2 петельками вставляем под сердечко крючок, захватываем нашу ниточку и протягиваем ее насквозь. Далее в ту петлю, которая у нас была крайняя с вами вязальная именно, да, мы с изнанки на лицо вводим крючок в центр этой петельки, то есть откуда у нас вышла ниточка, мы ее туда и должны заправить. Видите, у нас откуда в каждое сердечко у нас ниточка, откуда она выходит, туда и заходит. Мы делаем то же самое и затягиваем ее. Вот у нас с вами по краю пяточки, где она ровненькая, круглая. У нас не видно, где начало, где конец. Левая подошва, первый ряд. Также делаем с вами первую петельку и набираем 16 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Начинаем мы первый ряд также с перемычек. Переворачиваем нашу косичку. Раз, два. И начинаем вязать с третьей перемычки 8 столбиков без накида. Далее мы с вами вяжем 7 полустолбиков с накидом. В нашу с вами итоговую петельку мы вяжем 5 полустолбиков с накидом непосредственно уже в саму петельку. Раз,
2, 3, 4, 5. И обратно в хронологичном порядке вяжем 7 полустолбиков с накидом. И 8 столбиков без накида. В наши 2 петли подъема провязываем в центр, да, вот наше отверстие под петельками, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Наш с вами первый ряд закончен. Второй ряд мы начинаем с 8 столбиков без накида. Далее вяжем 7 столбиков с накидом. В наши центральные 5 петелек на мысочке, 1, 2, 3, 4, 5 вяжем по 2 столбика с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Далее вяжем 6 столбиков с накидом. Один полустолбик с накидом и 8 столбиков без накида. В наши центральные 3 петельки на пяточке вяжем по 2 столбика без накида. Наш с вами второй ряд закончен. Третий ряд мы вяжем 18 столбиков без накида. Центральные
5 петелек на мысочке, вяжем по 2 столбика без накида. И заканчиваем мы ряд 18 столбиками без накида. Далее делаем одну соединительную петлю, то есть достали петельку и сразу протянули ее через ту, что на крючке. И обрезаем с вами нашу ниточку. Достаем петлю и красиво закрываем нашу подошву. Через одну петлю, вот где провязали, следующую пропускаем, и вот через одну крючочек с изнанки наверх захватываем ниточку, протаскиваем ее. Вот, да, наша ниточка. Также с изнанки наверх. В середку нашей петельки просовываем крючок, захватываем нить и просовываем ее обратно. Вот у нас с вами по кругу получились ровные сердечки. У нас с вами одна правая, одна левая подошвы готовы. Пересчитайте у вас количество сердечек. На каждом тапочке должно получиться по 51 петле. Если вы, связав правую и левую подошву, видите, что у вас нету разницы, и из-за вашего большого наклона, да, у вас и правая, и левая похожи на правую подошву, то вы вяжете левую подошву по следующему видео. Начинаем с вами вязать левую подошву. Также набираем 16 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Переворачиваем нашу косичку и, начиная с третьей перемычки, раз, два, с третьей перемычки мы начинаем вязать 8 столбиков без накида. Далее вяжем 7 полустолбиков с накидом. У нас с вами осталась одна центральная петелька. В нее, в саму петельку, не за перемычку, а в саму петельку мы вяжем 5 полустолбиков с накидом.
Далее мы, начиная со следующего сердечка, вот он который, да, у нас прям идет сразу после центральной петельки, в обратную сторону мы вяжем 7 полустолбиков с накидом. Вот мы провязали с вами 7 полустолбиков с накидом. Теперь в этот столбик, в котором мы провязали 7-й полустолбик с накидом, в эту петельку вяжем 1 столбик без накида. То есть мы в 7-ю петлю вяжем 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Далее в хронологичном порядке мы завершаем 8 столбиками без накида. Вот мы дошли с вами к петлям подъема на нашей цепочке. В эти 2 петельки, по 2 петельки мы вяжем 3 столбика без накида. Наш с вами первый ряд левой подошвы закончен. Смотрите, для чего мы делаем прибавочку. У нас, так как все у нас вязание направление идет против часовой стрелки, то, соответственно, направление вязания, да, все полотно будет все время наклоняться вправо. Для того, чтобы его выпрямить и придать левой подошве левый наклон, мы делаем прибавочку, дабы изначально наше полотно развернуть. Вот, смотрите, что еще хочу добавить. Если у вас вот это отверстие получилось очень большим, да, у многих эта петля остается, тут прям дырочка, вы вот этот хвостик распускаете его совсем, там 2 узелочка, распускаете полностью и просто затягиваете вот это отверстие и его вдоль стеночек чуть-чуть убираете. Он у вас не распустится и ничего с ним не случится, да, и не нужно будет перевязывать первый ряд, да, у вас все будет хорошо. Еще, смотрите, мы в обратную сторону можем вязать только за заднюю стеночку. Вот у нас есть сердечко. Если мы будем вязать только за заднюю стеночку сердечка, то у нас с вами посередине подошвы получится вот такая, сейчас покажу вам, косичка. Вот видите, если вязать за обе дужки, то у нас петелька с петелькой соединяются. Если только за заднюю дужку, то получается косичка. Вы можете вязать, да, как вам хочется. От этого там ничего не нарушается, никакой порядок, да. Просто у вас посередочке будет вот такой вид. Ну, а мы переходим ко второму ряду. Второй ряд мы начинаем с 8 столбиков без накида. Далее вяжем 7 столбиков с накидом.
Смотрите, вот в этом моменте, да, нам нужно левую подошву, чтобы у нас произошел сгиб, да, в левую сторону. Для этого вот эту, которую мы провязали петельку, делаем ее потуже, делаем накид, следующую петлю провязываем сперва с накидом, потом 2 вместе, да, как бы вот эту делаем петельку потуже, а большую вяжем как обычно, чтобы у нас она притянулась по максимуму. Да? 1 провязали, еще 6 столбиков с накидом. Итого мы с вами вышли. 1, 2, 3, 4 к центральным 5 петелькам нашим, да. В каждую из центральных 5 петелек мы вяжем по 2 столбика с накидом. Итого у нас с вами на мысочке получится 10 столбиков с накидом. В эту же петельку второй. Старайтесь, чтобы у вас все петельки были на одинаковой высоте. И все время контролируйте процесс вашего вязания. Вы должны, когда вяжете, вытягивать петельки и крючок на себя. У нас с вами получился круглый мысочек. 1, 2, 3, 4 из 5 двойных столбиков с накидом. В обратном порядке мы с вами вяжем 6 столбиков с накидом. Далее вяжем 1 полустолбик, и заканчиваем мы 9 столбиками без накида. Вот мы с вами вышли к 3 центральным петелькам на пяточке, которые вывязывали из петель подъема. В каждую из этих 3 петелек мы с вами вяжем по 2 столбика без накида, чтобы у нас на пяточке получилось 6 столбиков без накида. Второй ряд у нас с вами закончен. Третий ряд мы с вами вяжем 7 столбиков
без накида. Следующие 2 петли, вот наш переход, вяжем 2 столбика без накида вместе. То есть достаем петельку, достаем следующую и провязываем 3 вместе. Далее вяжем 9 столбиков без накида. Центральные петельки, 1, 2, 3, 4, 5, которые у нас на мысочке, вяжем по 2 столбика без накида, чтобы у нас на мысочке опять получилось 10 столбиков без накида. У нас с вами кругленький мысочек. 1, 2, 3, 4, 5 по 2 столбика без накида. Завершаем мы 19 столбиками без накида. Двадцатую петельку мы делаем 1 соединительный столбик, то есть достали петельку и сразу пропустили ее через петельку, которая на крючке, чтобы у нас с вами вязание, наш ряд максимально приблизился к окончанию. И отрезаем ниточку. Отрезаем сантиметров 10. Достаем хвостик и делаем завершающее красивое сердечко следующим образом. Смотрите, у нас вот она петелька, в которую мы связали соединительный столбик. Вот она. Ее не трогаем. Через одну, следующую тоже не трогаем, а вот через одну мы крючок, вот мы смотрим на подошву, с изнанки на лицо проводит под оба сердечка. Захватываем нашу ниточку и вытягиваем на изнанку. Вот у нас, да, с вами половина петельки. В обратную сторону мы также с изнанки на лицо всовываем крючок в нашу крайнюю петлю, которую мы завершили ряд. Да, вот откуда у нас вышла ниточка, туда мы ее и заправим. Вот у нас с вами получается ровный на пяточке ряд. Итого, девочки, вы связали 2 левые подошвы и 2 правые. Теперь нам их надо отпарить. Да? У меня обычное махровое полотенце, разогретый на максимальную температуру утюг. И делаем следующим образом. Я кладу подошву, накрываю ее полотенцем и хорошенечко отпариваю. Достали нашу подошву
полностью ее распрямляем, да, выворачиваем вот наше то, что закруглилось, все краюшки, придаем форму, если вдруг что-то не нравится, да, пока горячее. Вот мы сделали ее, как нам нравится, перевернули другой стороной, накрыли и отварили еще раз. Вот она у нас горяченькая, готовенькая. Мы ее откладываем, чтобы она остыла. Тогда она примет ту форму, в которой мы ее доотваривали. Берем вторую и проделываем то же самое. Наша подошва готова к сшиванию. Итого у нас с вами получилось 4 одинаковые подошвы. Да, смотрите, пересчитайте петельки по краям, да, сколько у вас получилось сердечек. У вас должно быть на каждой подошве по 51 петельки. Если у вас у всех 4 подошв по 51 петельки, значит они у вас сошьются в одно целое. Если петельки отличаются, значит ищите где-то ошибку. У меня получилась подошва на мою плотность вязания. Ну вот длиной она 23 сантиметров и шириной внутри шва 9. Да? Вот 23 на 9 это моя плотность. У вас она может быть абсолютно разная. Начинаем сшивать. Я беру подошвы, вот 2 одинаковые. Одна будет нижняя, другая верхняя. Я складываю обе подошвы лицом кверху. Тогда они у вас, видите, становятся как печенька. Будет одно целое. Если подошву перевернуть правую и левую, то вам она, конечно, сойдется, но это, ну, мне не нравится. Вот она уже, да, не ровно, ее надо будет либо посередке еще дополнительно прошивать как-то, да. Я так не люблю, я делаю вот внизу изнанка, мы будем по ней ходить все равно, вверху лицо. Итак, мы сложили подошву. У нижней подошвы мы все ниточки выводим на лицевую часть и заправляем их чуть-чуть, да, вдоль петель. Они у нас не распустятся и никуда не денутся. А на верхней подошве их оставляем внизу. Итак, берем наш крючок. Я буду делать, да, ниточкой серого цвета для наглядности, чтобы вам было видно, что цепляем. Начинать можно абсолютно с любого места, потому что мы будем закрывать петельки по кругу. Вот смотрите, если мы соединяем подошвы, у нас все петельки идут ровно одна над одной, да? Мы просовываем крючок за верхнее сердечко, за нижнее сердечко и протягиваем петельку. Хвостик оставьте, не заправляйте его, он нам еще пригодится. И далее мы вводим крючок в следующие 2 петли, достаем петельку и протягиваем ее через первую, то есть делаем соединительную петлю. Такими соединительными петельками, видите, сбоку у нас 2 ровные полосочки из сердечек, мы соединяем всю подошву. Сердечки не затягивайте вот эти петельки, да, чтобы у вас не было скукоженной подошвочка. Вяжите их прямо ровно столько, сколько вот, чтобы ровненько легла на подошве. Вот, вот такими. Достали петлю и сразу протянули, да. Вот так мы с вами провязываем ее до конца и встречаемся с вами вот здесь. Итак, мы с вами закончили нашу подошву, провязали, обвязали по кругу. И если все правильно сделали, мы с вами закончили петля в петлю. Да? Обрезаем ниточку и достаем ее на лицевую сторону. Дальше
мы делаем следующее. В нашу первую петлю под петельку с краю внутрь просовываем крючочек, цепляем нашу обрезанную ниточку, вытягиваем ее насквозь с изнаночной стороны, вот где у нас начальная ниточка, в соседнюю петельку, через сердечко просовываем нижний, верхней подошвы и заводим крючок в центр сердечка нашей крайней петли. Захватываем ниточку и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вот у нас с вами получилось закрытое сердечко. Подтягиваем конечки, чтобы были ровненькие, аккуратные. Да, вот у нас с вами не видно, где начало, где конец сшивочного шва. С этой стороны я делаю один узелочек. И обрезаю концы длинные. И просто заправляю их между двух подошв. Вторую подошву сшиваем точно так же. Итак, у нас с вами получились вот такие две подошвы. Они абсолютно одинаковые, правая и левая. Если у вас немножко они где-то идут волнами или еще что-то, вы уже их сшитые готовые, еще раз отпарьте с двух сторон, и тогда они у вас будут как печеньки. Ну, МК по классической подошве у нас с вами закончен. До встречи на следующем мастер-классе. Пока!